Всем угунь и тяфунь, дорогие мои совята. Как говорила я, не успеем обернуться, как еще один год подойдет к концу. Вот уже и 2022 год улетает в прошлое. Напоследок хотелось бы сделать анализ прошедшего года. Ну и начнем с того, что Новый год я встретила прикованной к кровати вместе с приобретенной недееспособностью. Еще с самого начала 2021 года потянулась черная полоса в моей жизни, но к его концу она уже стала монолитной черной кляксой. 2021 на самом деле оставил свои отголоски и в 2022 году. 2021 был годом прогрессивных экспериментов и развития, однако некоторые смелые шаги принесли успех и небывалый культ отдельным частям моего творчества, а что-то перечеркнуло и убило все предыдущие старания. Это я говорю о моем помутнении рассудка с ноября 2021 года, который продолжался вплоть до лета 2022. Когда я опомнилась, я была в ужасе от того, что я натворила. Я долго расхлебывала свои ошибки. Уже сейчас я многое исправила. Однако, то, что я исправила, совсем не одно и то же с тем, что было до этого. Что-то в связи с прошедшим временем уже не привести в мое творчество в своем старом обличии. В связи с этим я получила очень тяжелый урок и впредь больше не забуду свои истоки. Однако самый тяжелый удар 2022 года, удар моей жизненной ситуации по моему творчеству. 19 сентября 2022 год. Были произнесены фатальные слова. Крайне тяжелое, чрезвычайное положение канала. Вопрос шел уже не что и как снимать, а будет ли жить эфир дальше. В связи с этим мне пришлось прекратить до лучших времен работу над проектами LCM и Класс Фриков. И, наверное, мне бы стоило это сказать сразу в видео, так как показывает практика, не все изучают мое творчество за пределами моих видео на YouTube. И думаю, сейчас, как никогда, пора сказать о том, что же будет с моими проектами. Это крайне важно. Я ничего не гарантирую, но мои планы таковы. Как только у меня нормализуется жизненное положение, я приступлю в первую очередь к работе над комиксом LCM Dark Time Secret. Комикс будет состоять из 4 томов, каждый из которых идет как отдельный сезон истории. Пока я полностью не реализую комикс от начала и до финала проекта, а думаю, на все про все уйдет максимум 5 лет, а может меньше. К Классу Фриков я не приступлю. Во-первых, очень сложно вести сразу 3 проекта в одиночку, а во-вторых, Класс Фриков нуждается в более профессиональной реализации. Думаю, за время создания LCM я как раз наберусь нужных ресурсов, что позволит мне воплотить Класс Фриков достойно и на высоком уровне. Однако, все это время я буду делать контент по своим проектам. Да, многие скучали по недомемам от эфирки. И я вас услышала. Буду честна, это все очень печально. 2022 год мне хочется еще сильнее послать, чем 2021. Я не знаю, что, может быть хуже. И мне очень хочется верить, что и не будет вообще. Однако, хорошее тоже было в минувшем году. На то я ваша эфирка, а вы мои совята, чтобы вместе плюсы искать. Творчество способно спасти даже в самой страшной и безвыходной на вид ситуации. Главное – оставаться собой и следовать своей мечте. В начале 2022 года, 17 февраля, я смогла дотянуться до одной очень большой мечты.
у меня появилась первая 1000 на канале. Подумать только, а когда-то я даже не могла представить себе, что у меня будет такая большая цифра под моим именем. За год вышло много новых легендарных видео. Я начала творить на iPad и освоила новые программы. Вместе с вашей поддержкой я осваивала новые соцсети, а также создала телеграм-канал для самых свежих новостей и собственное амино-сообщество, где мы вместе можем поделиться нашим творчеством и успехами. Кроме того, 23 декабря я создала свою страничку в Пинтересте, где вместе с вами с самого начала я пройду свой путь развития. За 2022 год я упала во много ям, из которых мне еще только предстоит встать. Потерпела много неудач в творчестве, наделала кучу ошибок. Я потеряла многое, и что-то уже в силу времени вернуть нельзя. Не в моих силах все исправить в абсолютно первоначальный вид, однако в моей власти больше не допустить подобных промахов. Я объявляю 2023 год на эфире годом творческого наследия. И плевать, что 2022 год в России был годом культурного наследия. Мы – эфир. Мы за наши истоки, мечты и искусство. Хочу вам в этом новом году пожелать счастья, веры, новых побед и достижений, и как никогда творческого развития. С новым 2023 годом, Совята! Ну а сейчас танцуют все!